Здравствуйте, друзья! Сейчас я бы вам хотел рассказать о такой классной программе, как D5. Смотрел уроки на YouTube и наткнулся на много видео, как люди за небольшое время визуализировали красивую архитектуру в этой программе. И мне захотелось ее попробовать. Я прошел несколько уроков, не очень длинных, и у меня уже получилось вот это. Смотрите, видите, какие рендеры? Я считаю, что это очень удобная программа. Сейчас я бы хотел вам продемонстрировать, насколько удобно работать в D5 на примере моего небоскреба. Вот такой вот у меня есть небоскреб. Видите? Для начала я воспользуюсь таким плагином, как D5 Live Sync. Он позволяет соединить D5 и Rhino в реальном времени. Нажимаем Connect to D5 Render. И вот, оно соединило. Видите, наш небоскреб. Наложим на него материал стекла. Для этого нажимаем Assets вот сюда, материал, и здесь глаз, стекло. Например, вот такое вот стекло. Пык, вот, стекло наложилось. Теперь ищем конкрет, бетон. Вот, бетон. Пык. Накладываем вот этот бетон на этажи. Если текстура слишком большая, как сейчас, мы можем настроить стретч 5, например, в 5 раз меньше. Теперь нормально. Можем посадить траву под нашим небоскребом. Для этого заходим во вкладочку Model и ищем Plane, плоскость. Вот плоскость. Берем и ставим плоскость. Вот сюда, под небоскреб, и увеличиваем ее. Например, чтобы все вот это было заполнено травой. Заходим в материал и ищем материал Grass, трава. Basic Grass Material. Применяем. И вот, здесь выросла травка. Правда, может слишком большой у нас небоскреб, но это не беда. Заходим в Rhino. Уменьшаем его. Теперь D5 он стал меньше. Можем его опустить. Вот так повесим Rhino, а здесь D5. Опускаем. Вот так. Теперь он стал меньше, и плоскость можно уменьшить. Вот. Теперь трава более большая относительно небоскреба. Можем сделать, чтобы тут ходили люди, или сделать еще одну плоскость, на которую можем наложить материал дорожки, например, по которой будут ходить у нас люди. Так и сделаем. Заходим в Rhino, рисуем здесь квадрат, пык, пык, выбираем, масштабируем шрифтом, так, с альтом и шрифтом внутрь. Теперь вот это, шрифт вот это. Экструд, не сильно. Буквально вот на столечко. И вот, теперь у нас здесь будет дорожка. На дорожку тоже можем наложить материал. Например, ищем вот такую вот брусчатку. Вкладываем и изменяем стретч. 6, мало, 10. Все равно маловато. 25. Вот 25 где-то нормально. И теперь можем выпустить по этой дорожке людей. Нажимаем вот сюда, пас и черенки. Пык, 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 пык. И максимально близко вот здесь. Пык. Enter. Теперь можем указать сюда разных людей. Например,
эту тетеньку. Разных, которые двигаются. Вот эту. Нет, это не двигается. Разных, которые двигаются. Здесь это можно указать. Dynamic only. Только динамически. И выбираем здесь. Вот это, например, идет. И вот. У нас теперь ходят здесь люди. Можем увеличить их количество. Так. Камера. Можем сделать ее, например, вот такую параллель. Получаем уже вот такую вот картинку. Наш небоскреб, вокруг которого ходят люди. Еще можно доработать текстурку тут. Stretch. Изменяем. Stretch должен быть все-таки больше. Немного. По этой поменьше. По вот этой побольше. Так, и теперь вместе мы их все-таки еще уменьшим, наш стретч. Какая-то вот такая дорожка должна быть. Вот. Теперь можем посадить здесь кустики. Path for nature. Пэк. 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 И вот там. Пэк. Enter. Теперь сюда можем посадить, например, вот такие кустики. И вот такие деревья. Побольше плотность. Можем еще посадить такие кустики. Еще вот такие кустики. Еще вот такие. Вот. Вот так. И высадить еще деревья. Берем Tools, Brush. Ищем какие-нибудь деревья. Например, посадим здесь вот такие вот деревья. Вот. Рисуем. Большеватое дерево вышло. Можно указать размер поменьше. Random Size. И радиус увеличить нашей кисти. И вот. Мы посадили немножко деревьев. Откроем. И можем отрегулировать свет. Легко. Например, сделаем такой U300 сделаем. Так, заходим в эффект и можем сделать потемнее. Вот. Мы вот такую вот картинку сделали буквально за, не знаю, за минуты 2-3. Я тут еще объяснял, поэтому времени ушло побольше, чем просто 2 минуты. А так бы я такой за минуты 2 сделал. Хотя я прошел всего несколько видео на ютубе. Можете скачать себе эту программу сами и попробовать. И делайте выводы, насколько она удобная. С вами был Роберт Евтефеев. Всем пока-пока.